Шольц говорит об Украине в Китае, Израиль собирается ударить по Ирану, а оккупанты наступают по 3 направлениям. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Главнокомандующий ВСУ Сырский назвал дату, к которой российские оккупанты планируют захватить Часов Яр. Противник готовит новые резервы, примерно несколько армий. Атака на атаку. Израиль готовит контрудар по Ирану в ответ на ночной рекордный ракетно-дроновый обстрел. Прошлой ночью Иран инициировал нападение на Израиль, запустив более 300 угроз различного типа. Французская молодежь готова воевать в Украине. «За» высказался каждый второй. Когда подобный сценарий станет реальностью? Всем привет, друзья! Для того, чтобы правда доходила до еще большего количества людей, крайне важна активность и интерес каждого из вас. Лайки, комментарии, подписки и репосты помогают нашим видео оставаться в тренде, а вы и сотни тысяч других пользователей всегда в курсе актуальных и важных событий. Именно о них сейчас и расскажем. В течение 48 часов Израиль может нанести ответный удар по Ирану, и этот контрудар будет намного масштабнее атаки, которую устроил Тегеран в ночь на воскресенье. Об этом пишет Нью-Йорк Таймс. По данным издания, этой ночью Иран запустил 185 дронов, 110 ракет класса «Земля-Земля» и 36 крылатых ракет. В Цахал заявили о практически 100% уничтожении всех целей и фактически подтвердили информацию Нью-Йорк Таймс о подготовке ответного удара. Прошлой ночью Иран инициировал нападение на Израиль, запустив более 300 угроз различного типа. Иранская угроза была отражена воздушным и технологическим превосходством армии обороны Израиля в сочетании с мощной боевой коалицией, которая совместно отразила большинство угроз. В частности, 99% угроз, которые были направлены в сторону территории Израиля, были перехвачены. Это очень важное стратегическое достижение. В Цахал уточнили, что отбить ракетно-дроновый обстрел помогли Франция, США и Великобритания. Премьер-министр Израиля Нетаньяху еще перед началом атаки заявлял, что на любую атаку последует ответ. Мировые лидеры осудили действия Ирана, в России же заявили лишь о крайней озабоченности. Кремль, союзник Ирана, призвал стороны к сдержанности и к решению вопросов дипломатическим путем. В Иране тем временем считают, что их атака, которая стала ответом на уничтожение посольства Тегерана в Дамаске, была успешной, по этому поводу даже пускали салюты. Мы надеемся, что эта атака продолжится до тех пор, пока Израиль не будет уничтожен. В ближайшее время состоится заседание Совбеза ООН из-за иранской атаки. Кроме того, Байден заявил, что соберет по этому же поводу внеочередную встречу стран группы 7. Западные СМИ пишут, что Белый дом не планирует участвовать в потенциальных атаках Израиля против Ирана. Иран же угрожает атаковать военные базы США, если те действительно будут помогать Израилю. Кроме того, иранские агентства сообщали, что если Израиль нанесет контрудар, то следующая реакция Тегерана будет двойной силы. Ракетно-дроновая атака Ирана фактически идентична российским атакам по Украине. К такому выводу приходят аналитики Американского института изучения войны. Они считают, что такие комбинированные удары выгодны и Ирану, и России для того, чтобы определить самый подходящий способ для прорыва западной ПВО. Кроме того, такие действия говорят о том, что Иран перенимает опыт у российских оккупантов. Этот иранский подход повторяет российские эксперименты с комбинациями баллистических и крылатых ракет вместе с иранскими беспилотниками для запуска все более эффективных ударных пакетов, способных пробить американские и европейские системы противоракетной и противовоздушной обороны. Bloomberg тем временем пишет, что иранские дроны, сделанные, кстати, с помощью американских запчастей, представляют особую угрозу для мира. Странам Запада может понадобиться до 10 лет, чтобы разработать эффективное ПВО против шахедов. Кроме того, авторы издания уточняют, что количество государств и организаций, которые сотрудничают с Ираном для производства БПЛА, достигло по меньшей мере 12. Это Венесуэла, Боливия, войска Судана, йеменские хуситы, военизированные группировки в Ираке и Сирии, Эфиопия и Таджикистан.
10 лет назад в Украине началась антитеррористическая операция. Это было решение СНБО на захват Славянска в Донецкой области спецподразделением ФСБ во главе с террористом Гиркиным по приказу Путина. Теперь же по новому приказу Путина тот самый Гиркин отправлен за решетку. О событиях 2014 года вспоминает главнокомандующий ВСУ Сырский. В свое время он был одним из руководителей АТО. Борьба продолжается. Все, кто участвовал в антитеррористической операции, очень хорошо усвоили, что украинское солнце восходит за терриконами Донбасса. Мы делаем все, чтобы освободить нашу землю. Кроме того, Сырский говорит, что оккупанты продолжают наступать. Часов Яр по велению Путина они хотят захватить до 9 мая. Кроме того, операции проводят на 3 направлениях. Помимо Часового Яра еще на Лиманском и Покровском направлениях. При этом эти усилия не объединены общей стратегической целью, считают в Институте изучения войны. Аналитики говорят, что если США не будут помогать Украине, то даже плохо обученные и плохо оснащенные российские войска могут быть в состоянии проводить успешные наступательные операции. Противник готовит новые резервы, примерно несколько армий, как раз к весне-лету этого года. И поэтому даже не завершая этот процесс, он бросает уже в бой, считая, что сейчас, пока мы занимаемся поставкой боеприпасов, это инициатива Чехии, например, Прибалтики и еще ряда стран, пока еще не проголосован пакет помощи, особенно военной, высокоточного вооружения, техники в США. Вот в этот период как раз для них является основной для проведения наступательных операций. Поэтому спешат, бросают войска, даже не совсем обученные, но очень много. Но я считаю, что в данный момент то, что отметил Сырский, что бросают бронетехнику, это тоже наш час. Мы, имея не только иностранные средства поражения, очень высокоточные, но и украинские. Это то, что вырабатывается в наших КБ. Это высокоточные бронетанковые системы, типа «Корсар» и другие, которые могут эффективно уничтожать бронетехнику. Даже большие концентрации. Не только 5-7, как мы говорим, а десятки и сотни. Во время на оккупированном Луганске воздушные силы ВСУ поразили пункт управления оккупационной группировки войск «Центр». Удар произошел в субботу днем. Местные паблики сообщили о как минимум 2 прилетах в районе машиностроительного завода города, где, вероятно, могла находиться и техника Росармии. Изначально оккупанты говорили об ударах немецкими ракетами «Таурус», которых нет на вооружении у ВСУ. Германия их просто не передает. Уже после пропагандисты изменили версию и написали об атаке ракетами «Шторм Шэдоу». В Украине не уточняли, чем именно был поражен пункт управления оккупантов, однако анонсировали новые удары. Украинские пилоты отлично выполнили работу и вернулись на базу. Таких ударов по тылам противника будет больше, когда Украина получит больше ракет от наших западных партнеров. Французская молодежь готова воевать в Украине, чтобы защитить Францию. Взять оружие в руки не против каждый второй. Об этом говорят данные опроса, которые были проведены по запросу Минобороны страны. В частности, точкой зрения интересовался Институт стратегических исследований военной школы Франции. Результаты сейчас активно обсуждают в стране. Один из вопросов был таким. Если бы защита Франции требовала ее участия в войне в Украине, готовы ли были бы вы присоединиться для защиты вашей страны? И 51%, среди которых и девушки, и парни, ответили утвердительно. Если быть точнее, 17% уверенно сказали «да», еще 34% «наверное, да». Кроме того, 57% опрошенных сказали, что готовы воевать за Францию, когда в вопросе не упоминалась Украина. СМИ Франции пишут, что это исследование проводилось еще летом прошлого года, задолго до заявления Макрона об отправке французских войск в Украину. Результаты были опубликованы только сейчас. Олаф Шольц начал свой самый продолжительный визит в Китай с момента вступления в должность. В ближайшие 3 дня немецкий канцлер планирует встретиться с премьер-министром КНР Ли Цяном и, кроме того, с лидером Китая Си Цзиньпином. Рейтер пишет, что этот визит призван укрепить связи с главным торговым партнером Германии и устранить разногласия по вопросам, включая торговую практику Китая и его поддержку России. Это была цитата. Шольц также анонсировал, что в Пекине обязательно будет говорить о ситуации в Украине.
Напомню, канцлер Германии заявил, что война между Россией и Украиной не будет короткой. Берлин будет продолжать оказывать помощь Киеву. В субботу стало известно, что Германия, например, передаст Украине в кратчайшие сроки еще один «Патриот». В воздушных силах ВСУ решили не раскрывать даты появления этого ЗРК в Украине. Понятно, что это определенный процесс, когда необходимо завести и доставить все эти установки, пусковые установки, пункты управления. Это не одна машина. Всех их нужно доставить на территорию Украины. Это может занять некоторое время. Я не хотел бы говорить сколько, поскольку противник также мониторит ситуацию. На этом пока все. Если вам нравится наша работа, вы можете поддержать ее кнопкой «Спасибо» под роликом или стать постоянным спонсором канала. А мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и за то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.